Всем привет! Десерт к новогоднему столу. Предлагаю вам рецепт простого пирожного под названием тирамису. У меня 250 грамм сливочного сыра маскарпоне, заранее сваренный кофе экспрессо. У него я еще добавил пару столовых ложек амаретто. Если готовите и для детей, то вместо амаретто добавьте какой-нибудь нейтральный сироп. 3 столовых ложки сахарной пудры, бисквитное печенье савойярди, 3 яйца. У меня на канале есть рецепт торта тирамису, его можно посмотреть, перейдя вверху по подсказке. Этот рецепт принципиально не отличается от того, но собирать пирожные я буду в креманках. И пока я коротко напомню, как делается крем для этого пирожного, предлагаю тем, кто еще не подписан, подписаться на канал, чтобы не пропустить новогодние и не только новогодние рецепты. И обязательно оставляйте свои комментарии под роликом. Я отвечаю всем своим зрителям. Отделяю белки от желтков и кладу их в отдельную посуду. В желтки кладу весь сахар и сначала ложкой, а потом миксером взбиваю смесь до белого состояния. Затем сюда же перекладываю весь сливочный сыр и снова миксером вмешиваю его в желтки с сахаром. Снимаю венчики миксера, тщательно мою их в теплой воде и насухо вытираю от влаги. Взбиваю белки до так называемых устойчивых пиков. При этом в белки кладу буквально щепотку соли. Окончательно смешиваю ингредиенты крема, добавляя взбитые белки к желткам с маскарпоне и силиконовой лопаткой сверху вниз вмешиваю белки в желтки. Использовать миксер в этой процедуре нельзя, чтобы не потерять воздушность крема, да и лопаткой надо мешать аккуратно, чтобы крем не осел. Обычные по длине печенья савойярди разрезаю пополам. Очень быстро смачиваю смеси кофе эспрессо и миндального амаретто. Если передержать печенье в кофе, то оно развалится прямо в руках, потому что благодаря своей пористой структуре оно впитывает жидкость мгновенно. Укладываю на дно креманки 2 половинки печенья, дно чуть уже верхней части. Поверх слоя печенья обильно выкладываю слой крема. Второй слой савойярди помещает уже 3 половинки. Их я укладываю, слегка вдавливая в крем, и поверх второго слоя печенья кладу и слегка разравниваю второй слой крема. Точно так же собираю еще 3 пирожных. Осталось украсить их, придав тирамису шоколадный привкус. Чтобы не возиться затем с мытьем клеенки на столе, использую бумажные полотенца, ставлю креманки на них. С помощью небольшого ситечка равномерно сыплю поверх пирожных какао-порошок. Какао не жалею, чтобы не осталось ни одного просвета крема вверху. В общем-то, пирожное готово к употреблению, но его рекомендуют выдержать несколько часов в холодильнике. Это естественно, потому что десерт готовится заранее, а подается в самом конце. Употреблять это прелестное пирожное можно с любым кофе или чаем. Сладкий рецепт к новогоднему столу готов. Это далеко не последний новогодний рецепт. Будут еще разные вкусные и красивые блюда и соусы. Так что подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Пишите комментарии, делитесь ссылкой на этот и другие мои рецепты со своими друзьями. Пока-пока!